Что такое безбарьерность? Оглянитесь вокруг себя. Будем надеяться, что вы увидите вокруг себя других людей. Если же нет, почему бы не прогуляться на улице? Прогулка – прекрасное времяпровождение, и она, несомненно, пойдет вам на пользу. Когда вы выйдете на улицу, вы увидите вокруг себя множество людей, и все они будут разные. Брюнеты и блондины, голубоглазые и кареглазые, в очках и без очков. Трудно найти двух людей, которые бы полностью походили друг на друга. Некоторые различия, такие как цвет волос и глаз, являются сугубо внешними. Они не оказывают серьезного влияния на наш образ жизни. Тогда как такие особенности, как плохое зрение, сильно влияют на нашу жизнь. Безбарьерность – это очень просто. Это философия, которая в некоторых странах даже узаконена. Безбарьерность – это одинаковое обращение со всеми людьми вне зависимости от их физических возможностей. Я понимаю, что эту идею можно истолковать по-разному. Большинство дискуссий по поводу доступности начинается с разговоров об ограниченных физических возможностях, что подразумевает, что люди с физическими ограничениями заслуживают особого обращения. Это нельзя назвать безбарьерностью. На самом деле, это то, как люди традиционно строили здания, интернет-сайты, собственно, практически все. Когда вы создаете что-нибудь с расчетом на то, что все вокруг такие же, как вы, ваши детища всегда будут не подходить определенной группе людей. Наше общество полагает, что безбарьерность заключается в том, чтобы помочь людям с ограниченными физическими возможностями, используя новое техническое оборудование. К примеру, при входе во многие здания, где раньше была просто лестница, сейчас появились безобразные дешевые платформы для въезда. Тем не менее, безбарьерность уже давно стала необходимым условием при проектировании военных объектов. Спросите вы почему? Потому что это критично для выживания. В небе, под действием больших перегрузок, пилоты реактивных истребителей не могут делать то, что делают на Земле. Если бы авиаконструкторы не принимали во внимание потребности пилотов в средах с высоким и низким притяжением, авиакатастроф было бы намного больше. Какие выводы могут сделать из этого разработчики интернет-сайтов? В общем, следует пытаться учесть потребности всех посетителей вашего сайта. Следует узнать больше о различиях в физических возможностях людей и в том, как они пользуются компьютером. Применяя методы, описанные в этой учебной программе и в других подобных статьях, вы сможете создавать сайты, которые будут работать с различными пользователями. Ваши сайты будут доступны незрячим или людям с плохим зрением. Они смогут слушать сайты, используя речевые браузеры, или воспринимать их на ощупь с помощью дисплея Брайля. Людям, страдающим близорукостью, они смогут увеличивать шрифт на сайте до 200%. Людям с расстройствами двигательной активности, которые не могут управлять мышью, они смогут использовать джойстик для управления клавиатурой или устройство, позволяющее считывать сайт глазами. Людям, которые используют шаровые указатели или так называемые трекболы, системы визуального отслеживания или другие менее распространенные виды компьютерных систем управления. Не беспокойтесь, если вы не понимаете особенностей того, что вы только что услышали. Дальше мы разберем их с вами подробнее.